Привет, друзья! Умар Нурмагомедов – родственник Хабиба Нурмагомедова, чемпион мира по боевому самбо, непобедимый подписант UFC, который дебютировал в лучшей лиге мира на номерном UFC 249, бывший чемпион организаций GFC и FMMAS, неоднократный чемпион Дагестана по тайскому боксу, младший из Нурмагомедовых, подписанный в UFC. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живет Умар Нурмагомедов, его биографию и о личной жизни брата Хабиба. Умар Магомеднабиевич Нурмагомедов родился 3 января 1997 года в селе Кироваул Кизилюртовского района, Республика Дагестан. По национальности аварец. В детстве часто бывал в гостях у Хабиба Нурмагомедова, что неудивительно, ведь парни являются двоюродными братьями. А с 5-летнего возраста Умар ходил на тренировки с младшим братом Усманом, который тоже нашел себя в спорте и стал чемпионом мира среди юниоров. С самого детства будущий боец был приближен к семье Нурмагомедовых, ходил вместе с ними на тренировки, будучи ребенком, и начал постигать азы борьбы уже в 5-летнем возрасте. Впоследствии Умар перешел в тайский бокс. В 8 лет атлет завоевал серебряную медаль в районных соревнованиях по вольной борьбе, впоследствии перешел на тайский бокс, который привлекал многообразием приемов. А переезд в Махачкалу дал бойцу возможность выступать за зал Eagles MMA. Не против продвижения в данном виде боевых искусств был Абдулманап Нурмагомедов. В результате Умар стал многократным чемпионом Дагестана в данной дисциплине. Помимо этого, атлет является обладателем титула чемпиона мира в боевом самбо. Столь успешный бэкграунд привлек внимание ММА-промоушенов. В 2016 году брат Хабиба впервые выступил по правилам смешанных единоборств на профессиональной арене. Первым оппонентом Умара в клетке стал Ришат Харисов. Организация Fight Nights пригласила молодого атлета для выступлений под ее баннером, с чем Нурмагомедов согласился. Он успешно выступил против Ришата Харисова в своем первом поединке. Далее атлет сражается с Улугбеком Аманбаевым на Fight Stars и выигрывает удушающим в конце первого раунда. Серия досрочных побед продолжается и на FNG, к которым аварец присоединяется на 4 боя. Но на Fight Nights бойца недооценивают. Матчмейкеры выставляют против Нурмагомедова весьма посредственных атлетов с нулевыми достижениями в клетке. Он сражается либо с начинающими бойцами, либо с атлетами, чей рекорд отрицателен. В итоге на крупного соперника Умар попадает лишь под закат его выступлений в FNG. Шиюди Ямаучи становится оппонентом Нурмагомедова, а Умар выигрывает у него единогласным решением судей. На 4-й битве на Волге Умар становится участником Гран-при. На непобежденного бойца выходит Фатхиддин Сабиров, у которого Нурмагомедов выиграл единогласным решением судей. В данной схватке Умар не испытал практически никаких проблем, а что самое главное, его именно благодаря победе над проспектом легчайшего дивизиона позвали в США. На ивенте PFL боец дебютировал в 2018 году. Непобежденный Сайдакуб Кахарамонов единогласным решением судей проигрывает Умару Нурмагомедову, благодаря чему он становится претендентом на титул FMMAS. В равной борьбе с бразильцем Вагнером Лимой Нурмагомедов завоевывает чемпионский пояс. Данное достижение заставило боссов главной лиги мира обратить внимание на 4-го брата Хабиба. Организация приняла на вооружение бойца и отправила скаутов просматривать его поединок на GFC, где он в доминирующей манере разобрался с Тарасом Грицкивом. Попутно за атлета боролись и в PFL, но Умар сам сообщил, что в будущем планирует связать себя с UFC. Так и вышло. Выиграв на PFL у Сидимара Анорио, аварец вышел на титульник промоушена Gorilla Fighting Championship. За раунд атлет переборол Брайана Гонзалеса с рекордом 6-0, уже далее подписав контракт с лучшим промоушеном планеты. Хабиб комментировал это так: в случае, если Умар выиграет бой, мы будем подписывать в UFC. В январе ему исполнится 24, у него будет 12 побед и 0 поражений. Пора, говорил Хабиб Нурмагомедов 21 ноября, комментируя будущее одного из своих двоюродных братьев. А 31 января Хабиб выкладывает в Instagram пост, официально делая заявление, что Умар Нурмагомедов стал бойцом UFC. «Я лошадь и боец UFC. Братишка, тебе многое предстоит доказать. Когда я подписался в UFC, было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мои люди поддерживали и верили в меня. Упование на Всевышнего и труд принесут свои плоды. У тебя есть все для результата. А теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира», — написал Хабиб.
31 января 2020 года Умар был подписан промоушеном UFC. Он должен был дебютировать в промоушене на турнире UFC 249, однако на фоне пандемии событие было отложено. И все-таки в конце февраля 2020 года руководство UFC официально подтвердило подписание договора с Нурмагомедовым. 18 апреля должен был состояться бой Умара с Тони Фергюсоном, а 19-го с Хантером Азуром, но мероприятие отложили из-за мировой пандемии. Далее он должен был драться с Натаниэлем Вудом, но бой по итогу отменил из-за смерти дяди Абдулманапа Нурмагомедова. Теперь немного о личном. Парень женат. Свадьба состоялась 1 декабря 2019 года в одном из ресторанов Махачкалы. На празднике присутствовало большое количество гостей, в том числе спортсменов и бойцов. Имя невесты не раскрывается. Его двоюродный брат Хабиб и дядя Абдулманап Магомедович на торжестве отсутствовали. В это время они были в Абу-Даби. Сейчас Умар продолжает упорно тренироваться. А тем временем 20 августа 2021 года на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби очередной бой с Сергеем Морозовым, в котором спортсмен из Дагестана является явным фаворитом. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запустите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.